Здравствуйте! Спасибо, что вы учите русский язык. Меня зовут Таня Семке. Я автор книги Just Like the Six Russian Cases in Comics and Exercises. Эта книга на русском языке. Вы можете работать с этой книгой, если вы уже немного говорите по-русски и ваш уровень А1. Сейчас вы смотрите инструкцию для студентов, для тех, кто учит русский язык сам, без учителя. Как работать с книгой Just Like the Six Russian Cases in Comics and Exercises. Эта книга для вас, если вы немного говорите и читаете по-русски. Эта книга для вас, если вы ничего не знаете о падежах. Эта книга для вас, если вы не понимаете, как использовать падежи. И эта книга для вас, если вы хотите вспомнить, повторить и систематизировать падежи. Падежи – это разные ситуации. В жизни много ситуаций, а в русском языке только 6 падежей. Как запомнить, когда нужен какой падеж? Например, как запомнить, когда нужен родительный падеж? Genitive. В книге Just Like the Six Russian Cases in Comics and Exercises мы называем это типичная ситуация genitive. Например, даты – это всегда genitive. Чтобы ответить на вопрос «сколько?», мы используем genitive. Время тоже genitive. Сколько? Много или мало – это тоже родительный падеж. Все эти ситуации – это типичные ситуации, когда мы должны использовать родительный падеж. Типичные ситуации – это значит, что здесь мы не можем использовать другой падеж. Мы должны использовать формы genitive. Как запомнить все типичные ситуации родительного падежа? В книге Just Like the Six Russian Cases in Comics and Exercises мы просто нарисовали эти ситуации. Что вы видите на экране? Это короткая, простая история о первом ребенке в семье. В этом комиксе 15 картинок. 1, 2, 3, 4, 5 и 15. 15 картинок, 15 ситуаций. Каждая картинка – это типичная ситуация, когда используется родительный падеж. Здесь везде только
родительный падеж. Что значит типичная ситуация? Например, много друзей. Это типичная ситуация genitive. Это значит, после слова много можно использовать только genitive. Много фанатов, много работы, много воды, много вопросов. Здесь нельзя использовать другой падеж. Книга Just Look, The Six Russian Cases in Comics and Exercises – это комиксы, тексты и практические упражнения. Сначала именительный падеж, потом винительный, предложный, родительный, дательный, творительный и в конце книги все падежи вместе. В книге каждый падеж – это короткая история в комиксах, например, номинатив, именительный падеж, короткая история в комиксах, таблица, чтобы знать, как изменяются слова. Таблица называется формы номинатив. Практические упражнения и ответы. И то же самое во всех падежах. Книга и все комиксы – это история одной семьи. Это Иван и Света. История начинается, когда Иван и Света еще студенты. Один эпизод этой истории – это один падеж. Иван – студент. Так называется комикс. И это именительный падеж. Иван любит Свету. Так называется комикс accusative. Иван в Москве. Это комикс предложного падежа. У Ивана и Светы теперь есть сын. Это родительный падеж. Ивану 35 лет. Дательный падеж. Ужин с семьей. Творительный падеж. И свидание на кухне. Все падежи. Как работать с книгой? Давайте посмотрим на родительный падеж. Это комикс. Все 15 ситуаций – это типичные ситуации, когда мы должны использовать родительный падеж. Важно запомнить этот комикс очень хорошо. Для этого есть 3 страницы с комиксом, где нужно написать слова, которых
не хватает. Важно запомнить эту историю, потому что она будет помогать вам помнить genitive всегда. Когда вы пишете слова в комиксах, можно смотреть первый комикс, но лучше сразу тренировать память. Потом, когда вы уже написали все фразы на этой странице, можно вернуться к первому комиксу и проверить, правильно вы написали или нет. В комиксе 15 типичных ситуаций genitive и есть такая таблица. Например, ситуация «много друзей и родственников». Родился ребенок, и в доме, конечно, собралось много друзей и родственников. Как вы уже поняли, после слова «много» всегда genitive, родительный падеж. Поэтому в таблице вы видите такую формулу. Много плюс люди, собака и дом. Это значит, что в других ситуациях после слова «много» могут быть люди, животные или неживые объекты, например, машина. Слово «много» отвечает на вопрос «сколько?». Поэтому все другие слова типа «много», которые тоже отвечают на вопрос «сколько?», это тоже родительный падеж. Сколько друзей? Столько друзей. И другие примеры. Немного друзей, немного воды, несколько друзей, мало друзей. Все это тоже родительный падеж. В книге символ звездочка значит, что здесь нужен комментарий учителя. И если вы учите русский самостоятельно и у вас нет учителя, вы можете писать свои вопросы мне. Вот мой номер телефона. Я буду рада вам помочь. В тренировочном блоке есть 4 части. Первая часть 1.1 – это история, которую вы уже читали в комиксе. Здесь вы можете еще раз повторить ее и ответить на вопросы. В упражнении 1.3 история, которая очень похожа на комикс, который вы уже хорошо знаете. Но здесь другие имена и названия. Поэтому
вам нужно писать слова в скобках в форме genitive. Чтобы уверенно говорить по-русски, нужно хорошо знать, как изменяются слова в падежах. Поэтому на одной странице вы видите все формы genitive, родительный падеж, и можете учить их, когда делаете упражнения. Например, в части 2.1 нужно использовать эту таблицу, которая называется формы genitive. Это помогает запоминать все формы. Например, 5:05. Когда? 5 мая. 7 октября. Или несколько друзей. Часть 3. Здесь вы читаете новый текст. Это новая история. Но здесь тоже очень много ситуаций и форм родительного падежа genitive. Эта история сложнее, чем комикс. Вы читаете, ищете все формы genitive и отвечаете на вопросы. Чтобы найти все формы genitive, вы можете открыть эту страницу, потому что в тексте есть много ситуаций из этой таблицы. В части 4.1 самый большой, самый сложный и самый интересный текст. Здесь не 1, а 4 падежа вместе. Родительный плюс все падежи, которые уже были в книге раньше. Родительный, предложный, винительный и именительный. Вы читаете текст 2 раза, потом вам нужно найти все ситуации genitive, потом все ситуации prepositional, все ситуации accusative и все ситуации nominative. А потом вы рассказываете эту историю учителю и, конечно, обсуждаете. Общий принцип книги такой. Вы читаете одну историю, обсуждаете ее, отвечаете на вопросы, а потом пишите свой вариант этой истории. Чтобы написать свои истории, вы можете использовать эту таблицу, где находятся формулы и разные примеры genitive. Очень важно рассказывать свои истории учителю или другу и, конечно, обсуждать их. Важно учить все формы
6 падежей. В книге есть такие классические таблицы, а еще в нашей школе есть такие таблицы. Наши таблицы Just Spin, Full Declension of Nouns, Pronouns and Adjectives мы сделали эти таблицы специально для современных людей. Теперь вы можете учить падежные формы в метро, в такси, в самолете или в кафе. Это очень удобно. Спасибо, что вы посмотрели это видео. И спасибо, что вы учите русский язык.